Лабораторная работа номер 6. Тема работы: проекционный чертеж, ломаный или ступенчатый разрез. В задании к этой работе дается чертеж деталей два вида. Необходимо выполнить два вида, третий вид, и вид спереди заменить ломаным или ступенчатым разрезом. То есть главная цель — научиться делать разрез ломаный или ступенчатый. Я вот подготовил все необходимое, то есть это лист формата А3, само задание и уже задание, два вида, которые даны, перечертил. Как всегда, два вида эти я чертил за пределами чертежа и размеры не проставлял. Теперь давайте подумаем, а для чего вообще ломаный или ступенчатый разрез нужен? Посмотрите вот на эту деталь, которая у нас здесь дана. В этой детали, если мы воспользуемся обычным разрезом, то есть вот его провели бы мы разрез вот таким способом, как обычно мы делаем, то что мы бы видели здесь на виде спереди? Мы бы видели все, что здесь обозначено пунктиром, за исключением вот эти отверстия, одно и второе, в разрез бы не попали. Что, конечно, не совсем хорошо, поскольку не дает полного представления о том, как наша деталь устроена. Поэтому делают разрез ломаный. На части до осевой линии его делают как обычно, а вот на части слева то проводят разрез, вот видите, как до сих пор, вот как обычно, а далее вот этот кусочек под углом 45 градусов так, чтобы он проходил через отверстия маленькие, которые расположены по окружности. Тогда в таком случае вот это отверстие попадет в область разреза, Вот в этом весь смысл заключается. Точно так же и ступенчатый разрез выполняется, но только единственное, что он выполняется такими ступеньками, да, в зависимости от того, как, например, проходит у нас, как проходит не то что линия разреза, а как устроена деталь. То есть каждый раз по-разному. Как вычерчивать здесь, то мы уже об этом говорили с вами в работе номер 3, 4, да, как вычерчивается. Поэтому я уже заранее это подготовил. А теперь мы сделаем третий вид и выполним разрез на виде спереди разрез. Потом перенесем то, что получилось, вот сюда в лист, и там окончательно проставим размеры. Ну, переходим к третьему виду. Чтобы третий вид построить, я предлагаю воспользоваться таким приемом, которым я уже пользовался ранее в работах. Чтобы меньше думать, то я что сделаю? Скопирую вот этот вид сверху, перенесу его вот сюда рядом. Затем вот этот вид я выделю и поверну его на угол 90 градусов относительно центра. То есть вот так он у меня станет, 45 градусов. Вот таким вот образом. То есть давайте проверим. Значит, вот здесь мы смотрим сверху, с этой стороны снизу мы смотрим и получаем вид спереди. То есть наше отверстие, вот это сквозное, вот оно пунктиром обозначено, идет так. А теперь вид слева, когда мы смотрим, это отверстие продольно расположено. Все правильно. Теперь, чтобы построить, то воспользуемся слоем построения. Выберем здесь рисование, линии, прямые. И нажал прямые, дальше я раскрываю список. Выбираю линии вертикальные. И вот теперь я поставлю эти вертикальные линии во всех местах, которые мне могут понадобиться. То есть мне нужно будет здесь провести. Также смотрите, вот здесь. Далее вот в этом месте, в этом. Потом, где будет у нас ось.
ребро и опять же отверстие и наружная линия. Ну, кажется, все. Теперь проведем такие же линии горизонтальные. Выбираем прямая, раскрываем список, выбираем горизонтально и щелкаем уже здесь. На всех горизонтальных линиях. Ну и обратите внимание, что вот здесь ребро заканчивается чуть ниже, да, чуть ниже. То есть оно не совпадает с этим отверстием. Теперь переходим на слой основной, выбираем отрезок и вычерчиваем. Ну, видите, мне здесь будет мешать стрелочка. Вот я ее уберу. И будет мешать, видимо, вот это. Ну, хорошо. Ну, пока оставлю, а потом уберу. Так, выбираю отрезок и вычерчиваем основание. Так, вверх до этой линии. И видите, как удобно смотреть, сразу видеть, что куда чертить. Дальше. Вот дальше идет у нас, ну, видите, может быть немножко много линий, да, можно было их ставить поочередно, не все сразу, поскольку, вот видите, одну тут я не поставил. Я ее скопирую и поставлю. Вот так. И теперь надо посмотреть, вот здесь надо провести эту линию. Ну, чтобы ошибку не допустить, я ее выделю, посмотрю, где она идет. Вот она идет. И эта линия должна идти вверх. Дальше, точно так же с противоположной стороны. Вот эта линия идет, третья. И идет она вверх, да, до этой точки. Соединяем. Так, вот эти линии можно удалить, чтобы они нам потом не мешали в дальнейшем. Они нам больше не нужны. Так, теперь смотрим дальше. Что мы имеем? Ну, давайте этот цилиндр достроим, построим ребро до конца. Значит, обратите внимание, что цилиндр вот он, да, здесь. Цилиндр вот он идет, да, здесь. Ребро идет оно чуть дальше, да, чуть дальше. Теперь это построим, это ребро. Вот оно идет отсюда и не доходит до конца. Это линия одна и вот эта линия вторая. Ну, здесь проще. Вот здесь обратите внимание, что само ребро, цилиндр идет здесь, а ребро вот сюда идет. Почему? Потому что оно, видите, вот здесь мы видим вот это место. А оно чуть правее, чем вот это место, которое изображает цилиндр. Так, отобразили. Дальше давайте подумаем, что тут будет у нас происходить. Значит, мы будем видеть ребро мы изобразили, будем видеть дальше вот это сквозное отверстие. И вот это сквозное, когда будем смотреть, вот это сквозное отверстие, которое идет поперек. Ну, вот оно, да, это отверстие. Вот это отверстие здесь, и мы видим вот этот уголок. Здесь этой части мы не видим. То есть, смотрите, что получается. Вот тут нам надо тоже эту линию еще поставить, скопировать и поставить ее отсюда, вот в эту точку, и еще раз вот в эту точку. Вот в эту точку. Что мы будем здесь видеть? Мы будем видеть вот здесь, вот где это отверстие проходит, вот здесь краешек его,
Эта линия, вот она, идет вверх, то есть получается отсюда и до вот этого места. Вот сюда мы этот кусочек видим. И с той стороны точно так же. Так, так и так. А вот эту часть мы не видим. Вот. Вот именно на такие места обращайте внимание. Да, как мы их видим. Вот здесь это хорошо видно. Так, дальше. Дальше у нас есть отверстие сквозное. И здесь та же самая история. Нам нужно еще скопировать и поставить вот сюда, в это место нашей линии. Вертикальная. Копируем, ставим сюда и сюда. Значит, мы будем видеть, вот когда смотрим, вот этот вырез здесь. Этот вырез идет до вот этого места. Вот отсюда и до сюда. Вот так. Здесь слева и справа. Ну, справа, очевидно, такой же будет. И сразу, чтобы не забыть, мы вот это удалим. Вот. Здесь и с этой стороны тоже. Так. Вот это и вот это. Вот что у нас получилось. Вот все получилось. Теперь давайте подумаем, основными линиями мы что-то еще видим? Нет, наверное, больше ничего и не видим. Теперь давайте изобразим линии осевые. Осевая. Ну, первая осевая будет идти вот отсюда и вверх. Раз. Вторая и третья осевая будут идти там, где у нас идет отверстие маленькое. Вот это раз. И вот еще одна здесь. Значит, вот эту осевую, что мы строили, уберем, чтобы нам не мешало. Так, вот здесь осевые линии убрали. Так, что нам еще здесь понадобится? Теперь следующее нам понадобится штриховая линия. Выбираем слой штриховой, отрезок и построим. Построим сначала вот эти маленькие отверстия, как мы их видим. Эти отверстия начинаются, видите, здесь, заканчиваются здесь, и мы имеем еще вот эти линии вертикальные. Значит, давайте сразу это все удалим, чтобы не мешало. Так, следующее тоже штриховая, отверстие второе. Начинается здесь, идет до сих пор, и линии вертикальные. Вот так. И здесь, рядом. Вот так. Удалим, чтобы было видно нам, что получилось. Хорошо. Это тоже лишнее. Так, теперь осталось нам выполнить следующее. Шестигранное отверстие. Вот это отверстие шестигранное. Вот оно, отверстие шестигранное внизу, вписанное в окружность. Значит, это шестигранное на виде спереди мы видим здесь два ребра. А когда мы повернем, мы будем видеть только одно ребро. И это отверстие, видите, его ребро идет отсюда, и оно идет до линии, которая ниже. Раз. Потом это ребро, вот тут тоже надо скопировать и поставить. Так, теперь опять вот эта линия идет отсюда и до сих пор, и до той, которая слева. Слева это, ну, чтобы тут не ошибиться, но вот эта линия получается, да? Так.
Так, то это неправильно, да? Она должна быть вот тут левее. Перенесем. Вот так. Теперь эту уберем, чтобы видеть и проверить. Так, хорошо. У нас должно быть вот эта линия левый край, вот эта линия должна быть правый край. И высота, видите, ниже. Ну, также здесь еще есть это ребро, где посерединке. Все, других ребер нет здесь. Значит, эти линии убираем. Так, смотрим дальше. Что здесь еще есть? Еще здесь есть, во-первых, это отверстие, вот оно, которое мы видим, да, это отверстие, оно идет насквозь. Поэтому надо что здесь изобразить? Штриховую линию. Это вот так. И штриховую линию вот так. Есть. Значит, это нам уже тоже не нужно. Это убираем. Так, теперь осталось нам, смотрим, что осталось. Вот эта линия нам не нужна, не нужна, не нужна. Убираем. И остается у нас еще отверстие, которое идет вертикально до шестигранного. Мы проводим здесь тоже линии штриховые вниз. Так, убираем. Так, теперь мы это убираем. И любуемся тем, что у нас получилось, и проверяем. Ну, да, все, что необходимо, здесь есть. Так, это вспомогательное построение убираем. Вот эту убираем. Теперь осталось нам единственное, что привести линии в порядок. Да, давайте подумаем. Вот видите, здесь я уже привел их в порядок. Длина штриховой линии, видите, она нормальная. А здесь она большая. Поэтому я выбираю линию. Выбрать подобное. И опять же выбираю свойства. И вот здесь ставлю масштаб 0.5. Закрываю. И теперь посмотрим, что у нас. Вот, видите, нормально получилось. И теперь вот эту линию выбираю. Выбрать подобное. Выбрал. Опять же, еще раз выбираю. Выбираю эту линию. Свойства. Масштаб ставлю 0.5. Почему тут написан масштаб типа линии различные? Потому что здесь-то я поменял уже. И здесь они вроде бы разные, да, получается. Я ставлю 0.5. Так, закрываем, смотрим. Вот теперь все выглядит нормально. Выглядит нормально. Размеры я не ставлю. Третий вид мы построили. Теперь осталось здесь заменить разрезом. Заменить разрезом. Ну, здесь сделаем, что у нас будет тонкий. Пока. И смотрите, когда мы разрезаем здесь, то вот на этой правой части, что у нас получается? У нас получается, что мы вот это не видим, мы через отверстие не проходим, да? Поэтому мы это удаляем. Так, удалили. Дальше, здесь у нас получается линия должна быть так, сплошная. А дальше вот эти линии, которые представляют собой отверстие, то в данном случае это будет у нас вот эта линия, вот это. Это будут линии основные. Так. А вот здесь, ну, тут мы эту убираем. Начертим вот здесь линию. И преобразуем эту линию в основную. Преобразовали. Так, теперь будем размышлять.
когда мы здесь разрежем, вот здесь ребро. И вот смотрите, мы когда разрезать будем, то мы попадем в эту точку. Поэтому здесь ребро мы должны подвинуть. То есть, что я имею в виду? Вот так. И лишний кусочек здесь обрезать. Вот так. И вот здесь то же самое пообрезать. Вот эти кусочки. Вот так. Вот. Дальше, когда мы режем вот здесь, что отверстие происходит? У нас есть отверстие, вот оно, да, вот это внутри, и вот здесь. То есть здесь будут две линии, но здесь внутри не будет заштриховано. Внизу, так, внизу она почему-то стоит плохо, поэтому нам надо ее перенести, вот так поставить. А внизу будет здесь шестигранное отверстие, вот этой линии не будет, да, не будет. Все, вот эту часть мы можем смело заштриховать. Штрихуем, выбираем штриховка, металл, слой тонкий и вот выбрали. Так, не хочет у нас штриховаться. Или выберем указать внутреннюю точку. Оп, указали. Все. Это не штрихуем. Напоминаю, что ребро в разрезе не штрихуется. Так, теперь давайте разберемся с левой частью. Здесь, ну, вот эта часть, вот это и это. Это будут такие же основные линии, как и были. Дальше, вот здесь, вот этого не будет. Оно будет вот так, вот до сих пор. Так, но здесь вот появится отверстие. Появится отверстие. Тоже это будут линии основные. Так, есть. И вот это тоже основная. Так, дальше. Здесь. Теперь давайте посмотрим. Будем ли мы здесь видеть, что еще? Мы, смотрите, разрезаем до цилиндра. То есть мы тут ребро не видим, да? Мы разрезали до цилиндра. И получается... Цилиндр находится дальше. Вот теперь как здесь быть? Вот это мы сразу уберем, поскольку мы этого не видим, да? Вот эту линию перенесем. Вот так, перенесли. И теперь давайте подумаем, что мы тут будем видеть. Мы должны видеть вот до сих пор. И потом, ну, здесь подразумевается что? Что мы дальше режем цилиндр. Цилиндр, вот он, у нас будет разрезан. А здесь мы будем видеть это отверстие. И отверстие вот так. А вот этот кусочек маленький, лишний, обрезали. Вот таким вот образом. Дальше вот этого здесь ребра не будем видеть. Дальше остается что? Заштриховать. Штрихуем, указываем внутреннюю точку, то есть здесь и здесь. Вот так. Обратите внимание, что вот здесь как бы переход есть, да, но здесь мы никакую линию не рисуем, да, у нас деталь цельная. Почему? Допустим, мы здесь бы нарисовали линию, то по нашему чертежу бы выглядело что? Что это две разные детали. Тогда сразу возникает вопрос, а почему мы заштриховали в одну сторону? Надо штриховать половинку в одну сторону, половинку в другую. Ну, то есть мы сами себя бы ввели в заблуждение. Да, в заблуждение. Вот, в принципе, все и готово. Теперь осталось что сделать? Перенести это все и поставить это туда уже непосредственно в чертеже. Поставим.
И дальше остается поставить размеры. Ну, чтобы было проще, то можно что? Воспользоваться вот этими размерами, которые есть, но надо помнить, что на этом виде, который мы построили, вообще на любом виде, должен быть хотя бы один размер. То есть мы, допустим, общую высоту, общую ширину уберем и поставим ее сюда. Вот и все, да, чтобы себя не вводить в заблуждение. То есть мы сразу поставим вот здесь размер, и я набираю 10, чтобы у нас расстояние от контура до размерной линии было 10. И дальше общий размер, высоту. Вот я его убрал. Поставил 75. Все, вот эти два размера убрал. Остальные поставлю так, как тут. Теперь посмотрите на такой нюанс один. Давайте сначала линейные размеры поставим, а потом уже будем разбираться с размерами, которые у нас окружности. Значит, линейный размер вот здесь поставим. Раз. Дальше вот здесь внутри. Так. Дальше высоту вот этого выреза. Ну, кстати, удобнее его поставить здесь, наверное, да, эту высоту будет. Вот так. Потом общую высоту снизу доверху, ну, тоже его, очевидно, будет удобнее вот здесь поставить. Вот сюда поставили. То есть это мы поставили. Теперь высоту поставить надо ребра. И видите, эту высоту ребра здесь не поставишь, да? Ну, хотя можно и в принципе здесь, ну или можно здесь ее поставить. Можно поставить ее вот так, ну по-другому, не донизу. Дальше поставим вот здесь размеры вот этого отверстия. Ну, придется его здесь поставить. Раз. Дальше общую высоту. Так. Потом высоту вот внутренней этой выемки. Я ее поставлю внутри, чтобы не выносить через штриховку. Дальше, что еще поставить? Общую высоту мы поставили, высоту вот эту поставили. Так, здесь высоту и вообще как оно здесь располагается. То есть вот так. И вот здесь поставим вот это. И можно вот этот размер поставить, наверное, да? Ну, поставим его с другой стороны. Вот сюда. Так, поставили. Здесь размер. Общая высота у нас есть. То есть уже нет необходимости ее ставить. Так, и здесь, собственно, вот тут эта высота есть, то это тоже будет лишнее. Лишнее не надо. Так, что еще? Ну, собственно, все. Теперь остаются окружности. Вот смотрите, здесь на чертеже диаметр вот этот 70 и 130 стоят здесь. Ну, так можно поставить в том случае, когда у нас нет возможности поставить его диаметром. Поэтому лучше, если есть возможность, то мы его поставим вот тут, где у нас есть диаметр. Возможно его поставить. Это самый большой. И вот это, да, второе, поставили. Нам еще нужно поставить вот сюда диаметр окружности, в которую вписан шестигранник. Поставили. Так, и тут еще что нам надо вписать? Диаметр окружности, по которой размещены отверстия. Поставили.
Потом вот этот диаметр поставили, вот этого нет диаметра. Поставим. И маленький вот этот внутренний у нас, тоже его нету. Тоже поставим. Вот сюда. Все диаметры поставили. Теперь вот этот диаметр поставим сюда. И вот этот сюда поставим. Так. И вот тут, где диаметр 8, выберем, напишем, сколько у нас? 4 ОТВ. 4 ОТВ диаметром 8. Ну, вот этот у нас теперь стоит нехорошо, мы его подвинем. Ну и тут надо тоже написать, да? Пишем 4 ОТВ. Ну, значок отсюда возьмем диаметра 14. Вот так. Так. Ну и обозначить нужно текст одиночный. Ну, поставим его 5. И вот сюда подпишем. Здесь будет А. И здесь будет А. Так, теперь поправим только лишь единственное. Ну, эти буковки поднесем поближе. Так. Ну и эту тоже поближе. Так. И здесь теперь еще напишем однострочный текст. Вот здесь. Пишем А, черточка А. То есть это обозначает, что это разрез АА. Все, еще раз проверяем. Тут пишем, это лабораторная работа у нас 6. Меняем. Это проекционный чертеж. Ставим точку и пишем ломаный разрез. Так, масштаб 1:1. Так, еще раз проверяем. Все ли у нас хорошо и красиво. Все, работа готова, выполнена.